Юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас на повестке дня разбор политической позиции участниц программы «Формат девчат» на канале Большой Львов. Я внимательно проштудировал их трансляцию «Замову бьют» от 6 апреля 2025 года. Выделил ключевые темы, определил их ориентацию и сейчас устрою им настоящую проверку огнем либеральной идеологии. Готовы? Тогда вперед! Будет жарко. Что они говорят? Анализ позиций. Первое, что бросается в глаза, это их яростный национализм и защита украинской идентичности. Девушки из формата бьются за украинский язык, как львицы, особенно во Львове, который они гордо называют культурной столицей. Русский язык для них – это не просто звуки, а мовна оккупация. Чуть ли не вторжение свинособак прямо в сердце Украины. Они вспоминают, как после Второй мировой сюда завозили русскоязычных и видят в этом корень всех бед. Пример – конфликт в киевском такси, где требование говорить по-украински довело до драки. Они прямо говорят, законы о языке надо ужесточить, чтобы вытравить эту заразу с улиц. Вторая тема. Их антироссийская позиция. Россию они зовут Рашкой, обвиняют в оккупации не только нынешней, но и прошлой, а заодно поливают грязью всех, кто хоть как-то не ненавидит Россию. Орнелла Мути, Адриана Челентано, Наталья Орейро. Для них это предатели, продавшие душу антиукраинскому дьяволу. Упоминают даже зеленый клин, украинские земли в России, показывая, что им не все равно, где живет диаспора. Третье – культурный активизм. Открытие галереи ЗАГ во Львове для них не просто событие, а символ сопротивления. Культура, по их мнению, это щит и меч нации. Особенно, когда вокруг война. И, наконец, они всеми силами тянут за собой аудиторию. Благодарят зрителей от Аляски до Одессы. Мечтают о ментальном единстве украинцев, где бы те ни были. Это про сплоченность, про «мы вместе». Кто они такие? Какова их политическая квалификация? Что же это у них за позиция? Это, друзья, чистый украинский национализм с явным привкусом этноцентризма. Они хотят крепкую, монолитную Украину, где язык, культура и память – это столпы идентичности. Россия для них враг номер один. Это понятно.
но одновременно с этим все русское, и в частности русский язык, это яд, который надо выжечь. Их взгляды тянут вправо. Моноэтничное национальное единство и защита от внешнего давления на этнических украинцев для них превыше всего. Но ультрарадикалами их не назовешь. Никаких призывов к погромам, только радикалами можно их назвать в смысле культурной и языковой войны. Это такой полужесткий, но все же откровенно упрямый этнонациоцентризм с патриотической маскировкой. А теперь либеральный разнос. В чем они ошибаются? Включаем либеральный прожектор и начинаем разносить позицию этих девчат в пух и прах. Либерализм – это свобода, толерантность, равенство, плюрализм. И тут у формата девчат все трещит по швам. Первое. Душат свободу языка. Они требуют, чтобы все говорили по-украински. А русский для них как красная тряпка. В кафе, в такси, на улице, если услышат свинособачий говор, сразу готовы кинуться с кулаками или хотя бы прожечь взглядом. Это что, серьезно? Либерализм возражает. Каждый имеет право говорить как хочет. Свобода слова – это святое, и никто не должен указывать, на каком языке шептаться в кафе или ругаться в такси. А их идеи про сильнейшие миры против русскоязычных – это уже не просто давление. Это наступление на базовые права человека. Хотите загнать всех в языковой концлагерь? Поздравляю. Это антилиберальный кошмар. Второе. Этноцентризм и тупые стереотипы. Они клеймят русскоязычных как нащадків оккупантів. Серьезно? В Украине миллионы людей говорят на русском. И многие из них патриоты, которые гибнут за страну на фронте. А вы их в оккупанты записали только из-за языка? Это не просто дискриминация, это плевок в лицо равенству. Либерализм говорит, хватит делить людей на своих и чужих по языку или корням. Украина – это не моноэтнический заповедник, а живая многоязычная страна. Ваша мовная оккупация – это выдуманная страшилка, которая игнорирует реальность. Третье. Нетерпимость к инакомыслию. Они готовы бойкотировать Челентана и Мути за их взгляды. Кидают косые взгляды на русскоязычных в кафе, лишь бы те заткнулись. Это что, диктатура мысли? Либералы в шоке. Каждый имеет право думать, что хочет, и дружить с кем хочет, хоть с марсианами.
пока это не вредит другим. Это их дело. А вы тут устраиваете моральный террор, навязывая всем свою правду. Где толерантность? Где свобода ассоциаций? Потеряли где-то во львовских кафе? Четвертое. Слепота к миру. Они обвиняют итальянцев в симпатиях к России, тыкают в фашистское прошлое, но не видят дальше своего носа. Мир сложный, мнений миллион, и в демократиях это нормально. Либерализм требует диалога, а не хорового осуждения целых народов. Вы не хотите понять, почему кто-то думает иначе. Вы просто ставите крест. Это не борьба за правду. Это узколобая ненависть. Пятое. Романтика казармы. Они мечтают, чтобы все украинцы вернулись и жили сконцентрированно в Украине. А если кто-то хочет жить в Огайо или Дубае, это что, предательство? Либерализм в ярости. Люди свободны выбирать, где им жить. И это не делает их хуже. Девичья мечта о монолитной нации – это утопия, которая пахнет тоталитаризмом, а не свободой. Итог. Национализм девушек из Большого Львова – это оружие не против врага, а оружие против разума. Девушки из формата искренне хотят защитить Украину. И в условиях войны их можно понять. Их национализм – это крик души против свинособак, которые лезут в их жизнь. Но с либеральной точки зрения они проваливаются по всем фронтам. Нетерпимость, давление, стереотипы, слепая ненависть – это не путь к сильной стране, а дорога к зашоренному обществу, где нет места свободе. Либерализм говорит: хватит душить людей языком, взглядами и морализаторством. Дайте больше воздуха, больше диалога, больше уважения к каждому, даже к тем, кто говорит на русском или слушает Челентано. Иначе ваша борьба за идентичность превратится в тиранию. Или заговорил на русском и уже стал свинособакой. Стоит в этой связи вспомнить, что до 1939 года тот язык, на котором говорят девушки из формата, назывался не украинским языком, а русской мовой. Возникает вопрос: кто же тогда истинные свинособаки? Что вы думаете, друзья, об этом? Пишите в комментариях, поддерживаете ли вы девушек или же либеральный дискурс. Ставьте лайк, подписывайтесь, донатьте и до встречи в следующем видео. С вами был юрист Валерий Табаков.